Удивительно, как резко и страстно государство озаботилось половой проблематикой в самом широком смысле. Притеснение ЛГБТ и повышение численности населения посредством ограничения абортов, похоже, не на шутку заинтересовали аппарат управления. Несмешные шутки о трансформаторах, судя по выражению лица, действительно веселят бессменного президента на 8-м десятке лет. Их, в общем, можно было бы и пропустить мимо ушей, и списать на персональные особенности сильно пожилого человека. Но запрос Минюста о признании ЛГБТ экстремистской организации, равно как и законодательные инициативы по ограничению абортов, это вполне серьезные вещи, и это будет иметь реальные последствия. Казалось бы, граждане, у вас тут война, выборы, бешеные расходы бюджета, курс рубля надо держать изо всех сил. Есть чем заняться. Вот точно прямо сейчас время заниматься вопросами размножения и нравственности граждан? Но парадокс в том, что именно сейчас для них как раз и время. Избирательная кампания – целый отдельный жанр. У этого жанра за 20 век сложились вполне определенные законы. Вы замечали, например, что наглядная агитация кандидатов в любые органы власти плюс-минус одинаковая по всему миру, будь то выборы председателя сельсовета или целого президента? Могут различаться цвета, шрифты, расположение элементов, но любой предвыборный плакат или листовка – это всегда физиономия кандидата крупным планом и лозунг, который зритель должен сразу запомнить. План Путина – победа России. Ну или там «Измени Россию, начни с Москвы». Какая-то фраза, которую один раз услышать, и все, второй не спутаешь. Многим кажется, что политтехнологии – это искусство, что каждый фантазирует на свой вкус. Но на самом деле это совокупность методов. Это как маркетинг, только продаешь ты не электробритвы, а людей и идеи. У нас принято над этим иронизировать, но на самом деле то, как должен выглядеть кандидат, в каких интерьерах его нужно снимать, каким языком ему необходимо говорить – это все профессиональные знания. Тут важен опыт, накопленный тысячами успешных и провальных кампаний. Ну, например, если ваш кандидат идет по округу, где сплошные столевары и шахтеры, то лучше ему не одеваться в костюм за $5000 и не говорить мудреными словами с прононсом старомосковской профессуры. И наоборот. Российская электоральная история не бог весть какая длинная, но даже в ней есть случаи, когда одна единственная агитационная кампания уничтожила не то что кандидата, а целую политическую партию. Союз правых сил закончился на парламентских выборах 2003 года, потому что избирателям зачем-то показывали олигархов на бизнес-джете вместо нормальных политиков. Помимо всего прочего, у любой избирательной кампании всегда есть магистральная тема. Какое-то сформулированное предложение избирателям. Оно может быть прямо написано на плакатах, как наш слоган 2017 года «От лавочек и троллейбусов к новой России». Про то, что мы планируем заниматься развитием и благоустройством городской среды, но понимаем, что без глобальных перемен в стране эту задачу не решить. Порой главная тема может подразумеваться. Она нигде не написана, но понятна интуитивно. Так продавали первый срок Путина. Будет все тот же курс, что при Ельцине, никаких революционных перемен, но молодой и энергичный президент, который наведет порядок. Если мы взглянем назад, то убедимся, что у каждой президентской кампании в России такая магистральная тема была. Что предлагала, например, кампания того же Медведева в 2007-2008 годах? Месседж был примерно такой. Мы пережили годины тяжелых испытаний, укрепили стабильность, немножко отъелись и разбогатели. Пора и в люди выходить. Да здравствуют инновации, модернизация, свобода, права человека, открытость миру и так далее, со всеми остановками на пути следования. Но что можно сказать о нынешней ситуации? Избирательная кампания Владимира Путина началась 15 января 2020 года, в тот момент, когда была анонсирована реформа Конституции. Помните, была такая? Главная цель поправок очевидна – нарисовать Путину еще 12 лет, продлить его срок на посту до пределов его земной жизни. Но будь эта цель единственной, не было бы смысла так сильно заморачиваться. Поправки к Конституции и мощная кампания в их поддержку должны были не только стать главным событием 2020 года, но определить все бытие до следующих выборов. Планировалась такая революция без революции. Не переиздание Брежневского политбюро, не торговля заново тем же пожилым человеком. Вместо этого строительство совершенно новой страны на новых принципах, где новый президент, хоть и со старой фамилией, покажет гражданам какие-то невиданные трюки.
Подобным образом продюсеры пытаются освежить сериал, который идет дольше, чем ему положено. Когда идеи исчерпаны, рейтинги падают, все шутки пошучены, а 40-летние актеры, не приходя в сознание, продолжают играть студентов, вот тут стартует фестиваль отчаяния. Происходит масштабная смена декораций, внезапный переезд персонажей в новый дом или город, новая заставка и стиль съемок. Обреченная попытка продать зрителям старых актеров, старые сюжеты и бородатые анекдоты так, будто у всех память отшибла. У путинских политтехнологов замах в 2020 году был на что-то аналогичное. Но вмешались обстоятельства. Тогда не случилось перезапуска Российской Федерации. Вместо этого разразилась пандемия ковида. Грандиозный державный замах пришлось скомкать до невнятного позорища с голосованием на пеньках, о котором все немедленно забыли. Сегодня даже самый наивный политтехнолог не станет стряхивать пыль с этой истории и напоминать о триумфальном референдуме, о всенародном доверии президенту, о безграничной любви к ветеранам, зверушкам и окружающей среде, тех столпах, на которых планировалось строить новую страну. Война – по-настоящему новая тема. Война, в отличие от вздорного шапито с поправками в 2020 году, действительно навсегда изменила Россию. И многим людям, не самым осведомленным о привычках нашего режима, казалось, что именно война станет главной темой электоральной кампании, что Путин переоденется в хаки и полгода на камеру будет двигать дивизии по карте. Что это будет кампания в кирзовых сапогах с милитаристским угаром, такая всеобщая медийная территория смерти. Но на самом же деле уже больше года, как минимум с объявлением мобилизации, такие планы не строятся. Потому что говорить о войне, использовать военную эстетику, корчить из себя генералиссимуса, лишний раз заикаться на эту тему – это как говорить в доме повешенного у веревки. Довольно давно стало понятно, что абсолютно все усилия будут брошены на затирание и умалчивание. На то, чтобы сделать вид, будто 24 февраля 2022 года ничего не случилось. Ровно так и происходит. Чем дальше в лес, тем сильнее военку запихивают под плинтус. Но это все равно не дает ответа на вопрос. А о чем говорить-то, если не о войне? Какая будет главная тема избирательной кампании? Судя по тому, что российские спикеры всех уровней резко озаботились проблемами абортов и ЛГБТ, магистральной темой грядущей кампании станет борьба за нравственность в части регулирования отношений граждан с собственным телом. И, надо сказать, это довольно ожидаемо. Во-первых, тема эта совершенно бескрайняя. Обсуждение чужой личной жизни – это разговор, который можно вести по кругу, не опираясь на события из реального мира. Таблоиды в этом смысле самые счастливые СМИ. У них есть новости даже тогда, когда вообще ничего не происходит. Если никакая звездная пара не решила сегодня развестись, можно обсудить секреты их крепкого брака. Любые транзакции между половыми органами с любым результатом – это горячая тема. При этом половую проблематику можно внезапно вытащить из мешка посреди любого кризиса и любой войны, а потом точно так же забыть, как не было. Потому что, во-первых, половые вопросы касаются всех, ну или, по крайней мере, все так думают. Инициатива по регулированию абортов, семейной жизни, прав ЛГБТ – это медийная черная дыра, которая успешно стягивает на себя общественную дискуссию. И совершенно неважно, где и при каких обстоятельствах эта дискуссия происходит. В паблике поселка на 1000 жителей, в сообществе владельцев классических мерседесов, на страничке заводчиков той-терьеров. Везде новости из жизни ЛГБТ заставят людей забыть, о чем они вообще там разговаривали. В-третьих, это дискуссия ради дискуссии. Стерильное чесание языками. Разговор не предполагает никаких действий, не накладывает никаких обязательств и ответственности. Нравственность – это не Киев, за нее воевать сколько угодно можно, безо всяких издержек. Не окажется вдруг, что сеть спящих агентов, засланных в штаб-квартиру международного движения ЛГБТ, 8 лет была занята исключительно разворовыванием денег. Не будут голодные солдаты замерзать в окопах трансгендерстана, пока положенные им бушлаты превращаются в дворцы и яхты. Если у проблемы нет достижимого решения, ты не можешь победить. Но самое главное, ты не можешь и провалиться. Бороться за спасение души и тела своих сограждан можно ровно столько, сколько ты сам себе отмерил. И остановиться тоже можно где угодно. Так уж устроена пожилая персоналистская автократия, что корень всех бед из реального мира – это она и есть. Ей не на кого кивать.
Любой разговор на любую настоящую тему очень быстро приводит к одному единственному человеку. Только ты начинаешь говорить о таких-то раз таких генералах, посылающих солдат в самоубийственные мясные штурмы, как сразу возникает вопрос: а чьи это генерал-то? Путин у власти 25-й год. Нынешние генералы в 99-м году взводами командовали. Полковники школу заканчивали, а майоры вообще шли в первый класс. Нынешняя армия давно не советская. И не армия 90-х. Это целиком путинская армия. В ней прошел полный круг обновления поколений. В стране нищенские пенсии? Но какой же нехороший злодей, эдакий оппозиционер и либерал в этом повинен? Россияне, выходящие сегодня на пенсию получать свои $200 в месяц, им в 99-м году и 40 еще не было. Четверть века ежемесячных отчислений из зарплаты, триллионы долларов нефтяных доходов, 3 волны пенсионной реформы, из десяток мелких пересчетов и исправлений, а пенсии по-прежнему нищенские. А ведь нынешние пенсионеры большую часть своей трудовой биографии прожили-то при Путине. Наш режим сейчас на том этапе, когда все проблемы, оставленные предшественниками, умерли вместе с предшественниками. Как-то мрачновато, нет? Как-то так прям... О, блин. Ладно, вроде в последнее время никто же не умирал из предшественников. Наш режим сейчас на том этапе, когда все проблемы, оставленные предшественниками, умерли вместе с предшественниками. Если сегодня родители ведут ребенка в детскую поликлинику, которая в таком же упадке, как 30 лет назад, когда их самих сюда водили их родители, то это уже не проблема лихих 90-х. Это вопрос, на что были употреблены триллионы долларов доходов за долгие годы нефтяного изобилия. Сюжет избирательной кампании, какое-то предвыборное предложение предполагает озвучивание проблем и обещание их решить. У нас тут-то плохо, но мы сделаем хорошо. Но спустя столько лет бессменный лидер не может указывать на проблемы из реального мира. Потому что даже самый наивный гражданин втихаря подумает: ну вот в этих аварийных домах, которые вы обещаете расселить, в них растут уже внуки тех, кому вы обещали то же самое 20 лет назад. Программа выделения жилья ветеранам Великой Отечественной войны уже не актуальна, к сожалению. Чего же вам не хватило-то? Времени? Денег? Власти? Для избирательной кампании подобные темы крайне неудачны. Ведь вся обозримая история – это история при Путине. Как-то тупо забирать в армию граждан 2005 года рождения и по-прежнему жаловаться на 90-е, которые у вас к ботинку прилипли и никак не дают встать с колен. Когда-то универсальной темой, которую в любой момент можно вытащить из мешка, была неописуемая военная мощь России. Перед голосованием 2018 года Путин всем показывал мультики с ракетами, летящими на Майами. Противостояние с НАТО тоже было прекрасным поводом безвредно почесать языками. Все прекрасно понимали, что российское начальство только корчит из себя помешанных, что сумасшедшие они только в свою пользу и мыло есть не собираются. Противоборство с НАТО – это такая блестящая греза, фантазия в чистом виде. Приятно знать, что мы победим в войне, которой никогда не будет. Однако для нынешних обстоятельств тема эта не годится. При всем уважении к Авдеевке, городок с населением довоенным в 30 тысяч человек совсем не Майами и не Вашингтон и не Варшава. И даже Авдеевку захватить как-то не получается. Беззаботные понты 2018 года сегодня не очень уместны. Вы на глазах у всех получили по морде от оппонента, которого собирались просто затоптать в пыль. Так что нужно аккуратнее гнуть теперь пальцы. Теперь вы рады захвату руин коровника, но рассуждайте о переустройстве мира. Это ваша манера и без того нехило бесит про военную общественность. Вот и ответ, почему в последние пару месяцев все как с цепи сорвались. Министры и депутаты хором решили, что женщины должны рожать в 20 лет. Патриарх волшебной палочкой наращивает население. Министерство юстиции порождает и убивает международную организацию ЛГБТ. Путин по 5-му кругу шутит о трансформаторах. Потому что обсуждение половых отношений граждан с порнографическим смакованием каждой детали привлекает внимание. Эта проблематика порождает дискуссию, а дискуссия – это главное топливо любой электоральной кампании. Но дискуссию того типа, в которой невозможно проиграть. Обсуждение всей этой дичи избежать, к сожалению, невозможно. Потому что признание ЛГБТ-персон экстремистами или жесткое регулирование абортов до полной невозможности их провести легально действительно угробит жизни многих людей. Выборы закончатся, а уголовные дела за радужный флажок или за склонение к аборту только начнутся. Менты и чекисты будут стругать себе палки за счет подростков в футболках с радугой.
и врачей, недостаточно активно убеждавших пациентку не прерывать беременность. И плевать, что эта правовая норма просто эхо прошедшей заварушки, вчерашняя листовка, о которой все давно забыли. Силовики будут действовать так, как написано в законе. Когда вы полностью контролируете все ветви власти, то можете показать результат в борьбе с выдуманной проблемой. Будет на то желание, зловещая ЛГБТ обязательно будет признана экстремистской организацией. То, что нет и не было никакой организации, это даже лучше. Никто не вмешается, решение не оспорит. Вот. Надо будет, поддержанные патриархом антиабортные инициативы пролетят в Госдуме, как мыло в бане. Вот вам 2 готовых сюжета, которые стоят 0, но от их обсуждения фиг уклонишься. В нашей системе довольно легко отличить организованную кампанию от локального эксцесса. Одно дело, когда по гей-клубам с хоругвями носится депутат Милонов. Такое у него персональное амплуа. Но совсем другое, когда все вокруг вдруг начинают нести плюс-минус одинаковую ахинею на одну и ту же тему. И сейчас у нас явно второй случай. Главным приемом путинской кампании явно станет разговор о чем угодно, кроме того, что избиратель видит своими глазами. Вымышленные дискуссии, набросы со всех сторон, чтобы он просто не знал, на что реагировать. Это самый верный выход в текущей нехорошей ситуации, чтобы избиратель просто забыл о всем происходящем за окном. Но нам же с вами нужно помнить вот что. Вопросы репродуктивной свободы и защиты прав меньшинств – это очень важные темы. За эту кампанию запудривания мозгов множество людей заплатят своей судьбой и жизнью. Но все еще есть слон в комнате. Пока мы склоняем путинских трансформаторов, сам Путин идет на следующие 6 лет. Десятки тысяч убитых на фронте, десятки тысяч убийц, выпущенных из тюрем, сотни тысяч мобилизованных, которых не собираются возвращать обратно, иначе как в инвалидном кресле или в гробу. Это лишь малая часть последствий последних 1,5 путинских лет, а он собирается править еще как минимум 6. И какими бы важными нам ни казались навязанные темы, нужно помнить, что ничего страшнее еще 6 путинских лет просто нет. И нужно сделать все от нас зависящее, чтобы этого не случилось. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Прага, Париж, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.